Итак, дамы и господа, своей сегодняшней ролью, буквально каждым своим вдохом, как собственно и выдохом, я буду противоречить самому сценарию. Ну или тому, кого кто-то из вас назовет их высочеством сценаристом. И согласитесь, это ведь особый талант все делать вопреки, как бы назло, не так, как изначально кем-то задумано. Маэстро. Что вы смотрите на меня так напуганно? Или идти наперекор здравому смыслу для нас с вами в новинку? Просто замечательно. Итак, дамы и господа, моя сегодняшняя роль воистину заставит вас, мои дорогие плаксы и стенатели, все, кто так любит сваливать вину за свою несостоятельность на внешние обстоятельства, устыдиться и потупить взор. И заткнуться раз и навсегда, и вспомнить заученное еще в школьные годы. Не странно ли, что актер, заезжий этот в фантазии для сочиненных чувств, так подчинил уму свое создание, что сходит кровь со щек его глаза, туманят слезы, замирает голос и облик каждой складкой, говорит, чем полон он. А для чего в итоге? Из-за Гекубы. Что он Гекубе, что ему Гекуба, а он рыдает. Чтоб он натворил, будь у него такой же повод к действию, как у меня, он сцену потопил в потоке слез, а оглушил бы речью и свел бы виноватого с ума, потряс бы правого, смутил невежду и изумил бы зрение и слух, а я тупой, жалкий выродок. Слоняюсь в сонливой лени и ни о себе не заикнусь, ни пальцем не ударю для короля, чью жизнь и власть смели так подло. Итак, дамы и господа, начало довольно интригующее, согласитесь, тем более, что все рассказанное мной не будет иметь сегодня ни малейшего отношения к театру, хотя, смотря с какого угла зрения посмотреть, верно? Итак, дорогие мои, в этой своей роли я рождаюсь в Оксфорде, в самый разгар Второй мировой войны, кстати, в день рождения Галилео Галилея, спустя ровно 300 лет. И это, несомненно, знаковая вещь, как вы понимаете. Мой отец медик, специалист по тропическим болезням, как настоящий патриот своей страны, уже предпринимает попытку попасть на фронт, но его признают более полезным в тылу в качестве врача. У мамы также высшее образование, она некогда работала налоговым инспектором, но, испытывая неприязнь к этому роду деятельности, бросает работу и идет в простые секретарши. Именно в должности секретаря она знакомится с отцом. Я первенец. Но уже через 18 месяцев у меня появляется сестра, затем спустя 5 лет еще одна, и через 10 лет у нас у всех появится братик. Итак, дорогие мои, я сегодня обычный мальчишка. Из небогатой семьи, что любит разбирать свои игрушки на части, но собрать их обратно мне не всегда удается. Я не отличаюсь также и особой усидчивостью. У меня почерк, который повергает учителей в уныние. Я более чем неаккуратен и к тому же часто болею. Последнее обстоятельство не позволяет мне даже поступить в более престижную школу. Как хочет отец, я остаюсь в той, в которой учусь с 1 класса. Впрочем, отсутствие светскости не очень беспокоит меня. Легкость, с которой мне удается, не напрягаясь и, в общем-то, не производя впечатления умника, сдавать ключевые экзамены, конечно же, вызывает зависть у моих одноклассников. И вот 2 моих сокурсника уже спорят на мешок конфет, что из меня не выйдет ничего путного. И, пожалуйста, запомните этот нюанс. К финалу сегодняшнего шоу я обязательно вспомню об этом споре. А пока у меня 6 или 7 близких приятелей, с которыми мы частенько подолгу спорим. Темы споров от радиоуправляемых моделей, что вполне естественно для пацанов 12-13 лет, до религии, парапсихологии и даже физики, что, как вы понимаете, уже выходит за рамки обычных детских интересов. И вот поскольку инициатива разговоров о физике зачастую принадлежит мне, то я уже получаю кличку Эйнштейн. Но в эти годы никто из моих сверстников, да, в общем-то, и я сам даже и предположить не можу, насколько тесно в дальнейшем мои жизненные интересы будут переплетены с воззрениями этого величайшего ученого 20 века. О, мать моя.
Сегодня, благодаря этой моей истории, вы заглянете, ох, как далеко. И можно даже сказать, что моя сегодняшняя жизнь — это чуть ли не космический телескоп Хаббл, с помощью которого вы сможете разглядеть самое главное. Ну, конечно же, метафорически выражаясь, Просто поразительно, дорогие мои. И надеюсь, вы видите, маэстро ударяет по клавишам рояля, а на небе, словно в торе его движением, одна за другой зажигаются звезды. Просто удивительно. Ну, вы видите. И вот меня уже начинают центрировать вопросы мироздания и божественной роли в формировании того, что мы называем законами Вселенной. Я не знаю, как это получается, но, видимо, в голове моей с самого начала волей какой-то неведомой силы был посажен этот удивительный магнит, что стал притягивать к себе созвездия этих бесконечных, как сама Вселенная, вопросов. И вот, вопреки воле отца, который видит меня будущим врачом, в последние годы учебы я уже решаю специализироваться на математике и физике. Отец хоть и понимает, что медик из меня никакой, все же заставляет меня серьезно учить химию и совершенно не интересуется моими успехами в математике. И вот в максималистических юношеских выпадах я уже говорю ему, что в будущем вся наука сведется к одной только физике, включая химию, биологию, даже психологию. Отец не хочет меня слушать и просто уходит в свой кабинет, говоря, что вырастил упрямого осла. Как это ни странно, но эти его реплики совсем даже не злят меня. Уже тогда я абсолютно уверен, что призван совершить что-то очень важное, настолько важное, что это что-то под силу только мне одному. И вот весной 1959 года я уже поступаю в Оксфордский университет, мне 17 лет, и я преисполнен самых радужных надежд, уверен, что никогда не умру. И с какой-то поросячьей радостью бросаюсь в изучение университетской программы. К слову сказать, в Оксфорде, как вы, возможно, знаете, преобладает крайне враждебное отношение к труду как таковому. Усердно работать, чтобы получить более высокую степень, считается признаком серости. Ну, это страшнейший эпитет в оксфордском лексиконе. И в унисон этим настроением я, конечно же, тоже считаю, что не существует такой запредельной цели, для достижения которой стоит перенапрягаться. И вот в самый последний год своего обучения я уже замечаю, что иногда по моему телу пробегает нечто вроде судороги. Я на мгновение как бы теряю контроль над телом. Возможно, кто-то из вас знает, как это бывает. Это приводит к тому, что я неосторожно задеваю предметы, не попадаю ногой на ступеньку на лестнице и цепляю дверные косяки, и все это было бы довольно странно. Как если бы вы сейчас захотели дотронуться до кончика своего носа, а попали в глаз или в рот. Ну, действительно очень странно. Тело не слушается. И тем не менее, идеи по теоретической физике занимают меня в это время гораздо больше. Мне ведь предстоит определиться с научными областями, где я хочу дальше развивать исследования. Одна из них — космология, изучение необъятного. Другая — элементарные частицы, то есть, напротив, мир предельно малого. И, конечно, в космологии уже есть общая теория относительности Эйнштейна, с личностью которого меня смешали еще в школе, однако там требуется серьезная подготовка к математике, которой у меня нет. Элементарные же частицы кажутся мне менее привлекательными, так как для них нет соответствующей теории, на которой можно было бы опереться. И несмотря на придуманные себе же самому оправдания, мне, как ни странно, хочется быть и там одновременно, понимаете? Или даже предпринять что-то, что позволило бы свести исследования этих двух областей воедино, то есть попробовать на вкус и самое маленькое во Вселенной, и самое большое. Грандиозная идея, согласитесь? И, скорее всего, именно это совершенно безумное желание одним выстрелом убить двух зайцев и заложит основу области, которую можно определить как бесконечно большое в бесконечно малом, или наоборот, бесконечно малое в бесконечно большом, или назовите как хотите. В любом случае, к этому времени я уже точно знаю, чего хочу, а это, как вы понимаете, стоит дороже всего остального, ваша мерзкость. Итак, дорогие мои, вот я уже начинаю спотыкаться все чаще и чаще, пару раз даже падаю прямо у доски без всякой видимой на то причины, чем привожу в замешательство как себя, так и окружающих. Когда же мне говорят, что я обязательно должен показаться врачу, я упорно не хочу относиться к этому серьезно, отшучиваюсь и перевожу разговор на другую тему. И вот мама, у которой глаза более заточены на то, что с ее сыном что-то не так,
После моей очередной неловкости, я уже не очень помню, что я опрокинул на этот раз, насильно сажает меня в машину и везет на всеобщее медицинское обследование в Кембридж. По дороге в клинику я говорю о том, что меня очень беспокоит, мамочка. Довольно поверхностные знания по математике, что не позволяют мне выбрать и развить теорию относительности с квантовой теорией элементарных частиц. Мечта об объединении двух столпов фундаментальной физики в одной общей теории всего не покидает меня ни на мгновение, как вы видите. И вот после осмотра меня уже задерживают в кембриджской клинике почти на 2 недели, берут пробу мышечной ткани, руки, втыкают в меня электроды, впрыскивают в позвоночник какую-то жидкость и в рентгеновских лучах наблюдают, как она поднимается и опускается при изменении угла наклона кровати. Но и простые вопросы даются пространные и крайне уклончивые ответы, и самое главное, никто, кроме загадочной формулировки «крайне нетипичный случай» не может сказать мне ничего внятного. Итак, дамы и господа, осознание того, что во мне живет какая-то нетипичная болезнь, конечно же, повергает меня в трепет. Я вдруг начинаю понимать, что все мои планы, идеи и мечты в один момент могут просто перестать иметь какой-либо смысл. Ну, вы понимаете? Нет, вы не понимаете. Это все равно, что у каждого из вас есть свой план действий, верно? Вы все для чего-то учитесь, для чего-то рожаете детей, устраиваетесь на хорошо оплачиваемую работу, и вдруг раз, а вам кто-то уже говорит, что вам остался, максимум год. Схватили фишку? 1 год. Вот что это такое. А ведь я совсем недавно отпраздновал свой 21-й день рождения. Следствие, конечно же, глубокая депрессия, все незаметно перестает быть нужным или имеющим смысл. Я начинаю думать даже о том, чтобы пожертвовать собой ради спасения другой жизни. Однако сценарист оказывается не так просто. И, как обычно это и бывает, персонажи истории не всегда до конца понимают, к чему на самом деле он нас толкает. И вот, вернувшись домой, я уже ставлю на проигрыватель диск Вагнера, с упоением смакую великие упаднические настроения. Ко мне то и дело приходят друзья со своими отвратительными словами поддержки. Я прошу их больше не приходить, и в итоге просто ссорюсь, крича вдогонку, что прийти можете на мои похороны. Так проходит пара месяцев. Как вдруг одна поразительная мысль всплывает на поверхности моей замусоренной всеми последними событиями голове, при том, что жить тебе осталось всего ничего, говорю я себе. А может и меньше, никто ведь так и не назвал тебе точной даты, верно? Да и вообще, кто может знать ее наверняка? Ведь все вокруг могут только предполагать, и даже сам сценарист. И раз я до сих пор еще жив, и жив прямо сейчас, в данный момент, то какой смысл думать о конце? И, возможно, вы не поверите мне, ведь для того, чтобы понять всю мощь и глубину этого осознания, нужно оказаться в моем положении, но в тот момент в душе моей произошло что-то фантастическое. Это было подобно величайшему прозрению, какое не дарила мне ни одна книга. Я внезапно понял, дорогие мои, каким непроходимым дураком был все это время, идя на поводу всех этих распальцованных оксфордских настроений, от тщетности каких-либо усилий. Я понял, что все это время рассуждал как червяк, ползущий через дорогу и собирающийся жить вечно. И вы не представляете, как стыдно мне стало за нашу с вами самоуверенность и надменность. Стало стыдно за то, что я студент Оксфордского университета, изучающий такой постыдный бред, как фундаментальная физика. Что я дерзаю иметь что-то вроде собственной философии о природе вещей и даже позволяю себе рассуждать о каком-то там сценаристе. И поверьте мне, я никогда так не работал, как после этой ночи. В моей голове застучал, как вы, возможно, уже слышите, тот самый счетчик, и я на своих собственных глазах превратился в тупо настырного муравья, который, несмотря ни на что, тащит свою соломину и будет тащить ее даже за секунду до того, как кто-то из детей разотрет его подошвой по асфальту, шоу-тая, дорогие мои. Вот, несмотря на то, что болезнь продолжает наступать, я активно продолжаю свои исследования в области сингулярности, и, как вы видите, сингулярность — это область средоточения бесконечно большой массы в бесконечно малом объеме. Вы помните мою юношескую амбицию, говоря словами обожаемого мною Уильяма Блейка: в одном мгновении видеть вечность, огромный мир в зерне песка, в единой капле, бесконечность и небо в чашечке цветка.
И вот мои исследования совместно с величайшим ученым-физиком, теоретиком Роджером Пенроузом уже приводят меня к открытию того, что называется горизонтом событий, то есть областью пространства, отделенного от остального мира, за границей которого понятие времени уже не имеет смысла. То есть не существует какой-либо причинно-следственной связи между тем, что находится снаружи, и тем, что находится внутри. Понимаете? Не понимаете? Окей, скажу чуть проще. То есть при приближении к центру сингулярности, к так называемому горизонту того или иного события, под действием гравитационной силы время растягивается настолько, что каждый миг оборачивается в бесконечность. И все происходящее просто растворяется в вечном сейчас, в безвременном одновремени. Я уверен, теперь вы все прекрасно понимаете, в какие недра уходит моя научная дерзость, в до банальности и ни одним философом до сих пор так и не объясненное обычное желание жить. Большим или маленьким, великим или ничтожным, гениальным или посредственным, но жить, понимаете? Впоследствии это грандиозное открытие Пенроуз разовьет в своих работах о космической цензуре, суть которых в том, что Вселенная не позволяет наблюдать за собой в своих собственных сингулярностях, отделяя их горизонтом так называемых событий, то есть временными отсчетами. Очень трудный язык для восприятия на слух, я понимаю, но вам и не надо этого понимать, так как суть моего сегодняшнего послания гораздо сложнее, чем все эти формулы и закорючки. И послание это, я уверен, вы уже считываете через саму мою судьбу. К этому времени мое физическое состояние еще более ухудшается. В участках головного мозга, отвечающих за двигательную активность, постепенно отмирают так называемые нейроны. Приступы физической неадекватности становятся все чаще и длятся все дольше. Выглядит это гораздо более дико, чем вы можете даже себе вообразить. Доходит до того, что, зачерпнув ложкой суп в тарелке, я не могу донести ее до рта, не расплескав по дороге, как маленький ребенок, ей-богу. И моя жена Джейн вынуждена управляться уже не с 2 детьми, а с 3, 2 маленькими и 1 большим. Но мозг мой, несмотря на тотальную неспособность тела обслуживать себя, работает чуть ли не за 10. И параллельно с ухудшением физического состояния меня все более и более признают на кафедре университета. Я продолжаю читать лекции студентам, хотя с каждым разом это делать все сложнее и сложнее. Меня уже почти совсем не понять. И вот я уже не могу самостоятельно принимать пищу и даже ходить в туалет. Мои конечности судорожно скручивает и завязывает в узлы. К 30 годам я могу передвигаться только с чужой помощью в инвалидном кресле. Бессознательно могу двигать только несколькими пальцами, бровями и глазами. И вот он, самый натуральный овощ, как скажет сейчас кто-то из вас, отрезанный от людей по всем параметрам. Тот, кто ежедневно просыпается ни свет ни заря и диктует свои научные труды специально обученному моей дикции секретарю. Моими научными статьями вдохновляется все больше и больше ученых. Через несколько лет серия теоретических открытий о черных дырах выведет меня на Олимп мировой фундаментальной науки. Все больше и больше людей и организаций изъявляют желание помогать мне в моих исследованиях и выделяют материальные средства. Постепенно образ немощного калеки, наделенного нечеловеческим интеллектом, становится моей визитной карточкой, а мое адское и воистину фаустовское стремление объять все и вся превращается чуть ли не в навязчивую идею. В своих интервью я открыто заявляю, что все предопределено, и формула, что ляжет в основу теории всего, рано или поздно будет найдена. Шоу-тайм, дорогие мои, шоу-тайм. Итак, дамы и господа, о чем я, собственно, сегодня? О большом или о малом, о вечном или тварном? О быть или не быть? Прекрасно, дорогой мой. И что может быть более совершенным, чем искусство зажигать звезды? Просто невероятно. Итак, дамы и господа, вот он я. Тот, кто не только не умер через пару лет после поставленного диагноза, но и стал выдающейся знаменитостью, толкователем современных знаний о Вселенной. И моей жене Джейн на данный момент отведена роль не столько заботиться обо мне, сколько время от времени одергивать и нежно говорить на ухо, что «ты не Господь Бог, ты не Господь Бог, ты
Я же, указывая на нее, шутливо замечаю, что она вовсе не разделяет моего фанатичного энтузиазма полностью объяснить устройство Вселенной. А мне, как вы понимаете, уже не остановиться. Я уже ухватил ту самую ниточку, дергая за которую могу распутать те самые причины, по которым природа выбирает свои загадочные константы. И вы, я уверен, тоже не остановились бы, если бы оказались на краю разгадки, почему все мы именно такие, а не другие, и почему вообще задаемся этими вопросами и имеем на них именно эти ответы, а не другие. В 85-м мне становится еще хуже. Врачи рекомендуют моей жене отключить меня от аппарата искусственной вентиляции легких. Джейн наотрез отказывается и каким-то чудом находит хирурга, что предлагает сделать мне трахеотомию. Решение принимается незамедлительно, мне приходится пережить целый ряд мучительных операций, но данная процедура хоть и лишает меня возможности говорить, тем не менее спасает жизнь. Придя в себя, я понимаю, что с этих пор могу что-то сообщать Вселенной о ее устройстве только движением бровей. Вы понимаете, о чем идет речь? Вот она. Стопроцентная голова профессора Доуэля. Нечеловеческий мозг, живущий только за счет того, что подключен к сложнейшим аппаратам и датчикам, и я скажу вам со всей ответственностью, дорогие мои, и никто во Вселенной, как вы понимаете, не вправе вам этого сказать, кроме меня сегодняшнего. Как бы вам плохо не было, знаете, всегда найдется кто-то, кому еще хуже. У кого нет даже 1/5 доли того, что есть у вас. А теперь встаньте и посмотрите на себя в зеркало. Посмотрите на свои руки, ноги, на свои глаза, уши, услышьте свой голос. У меня нет ничего из этого. И тем не менее, почему-то я воодушевляю вас к жизни, а не наоборот. Не странно ли? И вот я уже получаю по почте компьютерную программу с сопроводительным письмом от некого Уолта Уолтосца, который, пораженный моей силой духа, создал специальную для меня программу «Эквалайзер». На экране появляются слова, которые я могу выбирать движением бровей. И построенную таким образом фразу я самостоятельно могу пересылать на речевой синтезатор. Я могу даже распечатать ее, что позволяет мне общаться с миром даже лучше, чем прежде. И вот при определенной сноровке мне уже удается говорить до 50 слов в минуту. К тому же я больше не нуждаюсь в переводчиках и секретарях. Позже некий Дэвид Мэйсон специально для меня разработает компактный компьютер и встроит его в мое кресло вместе с речевым синтезатором. При помощи этой системы я напишу 2 потрясающие книги, что претерпят более 65 изданий. На сегодняшний день они переведены на 33 языка и входят в книгу рекордов Гиннесса как самые читаемые. Я даже не сомневаюсь, что по окончанию этой программы, узнав мое имя, кто-то из вас немедленно побежит в ближайший книжный магазин, найдет одну из них и захлебнется в непередаваемом восхищении от того, как просто и доходчиво можно говорить о самом сложном во Вселенной. О теории Большого Взрыва, о времени, о происхождении черных дыр, о многом-многом другом. Итак, дорогие мои, сегодня, как вы видите, я вдавленная в инвалидное кресло, Вселенная на проволочных ручках и ножках, Вселенная, лишенная как тела, так и голоса, но не мыслей. Ученый, увенчанный 12 почетными степенями, член Британского научного королевского общества и Академии наук США, тот, кто до сих пор читает лекции и встречается с прессой, тот, на кого больно смотреть. И тем не менее, когда вам будет совсем невмоготу от нависших над вами проблем, найдите в поисковике мое имя и просто посмотрите на меня. Я уверен, вам станет очень стыдно. Так стыдно, как когда-то было стыдно мне от мысли, что все кончено и никакие усилия больше не имеют смысла. И вот они, те 2 моих сокурсника, что некогда поспорили на мешок конфет, что ничего путного из меня не выйдет, уже выходят к микрофону на одном из моих юбилеев и просят у гостей минуту внимания. Тот, кто проспорил, говорит, что очень рад, что проспорил, так как если бы выиграл, его и самого бы не было. Ни как ученого, ни как человека, и что он полон несказанной благодарности. Второй же, приняв этот мешок конфет, с улыбкой парирует, что в отличие от первого совсем даже не состоялся как ученый. И тем не менее тоже очень счастлив и полон невероятной благодарности за то, что я
научил его самому главному — просто любить жизнь. И неважно, будучи большим или маленьким, великим или ничтожным, состоявшимся или нет, гениальным или посредственным, но просто любить жизнь, понимаете? Любить так же сильно, как любит ее тот самый актер. Но вы помните, что в фантазии для сочиненных чувств так подчинил уму свое создание, что сходит кровь со щек его, глаза туманят слезы, замирает голос, и облик каждой складкой говорит, чем полон он. А для чего в итоге? Из-за Гекубы. Что он Гекубе, что ему Гекуба, а он рыдает. Шалтай, дорогие мои. Мы начинаем ежедневную серию прямых трансляций из сумасшедшего Спасибо, спасибо.